Добрый день, дорогие зрители канала «Держитесь там». Это программа «Невъездной». Я пока все еще тот самый Андрей Стапинос и тот самый невъездной в Российскую Федерацию. И, наверное, это будет продолжаться еще некоторое время. И я очень рад приветствовать у себя в гостях террориста и экстремиста, даже хуже, чем невъездного человека, прекрасного журналиста Дмитрия Гордона. Добрый день, Дмитрий. Андрюс, добрый день. Рад вас видеть и слышать. Очень приятно тоже. Как вы чувствуете, когда вас назвали столь строго экстремистом и террористом Российской Федерации? Меня-то просто не впускают посмотреть на Челябинский Магадан, а вас гораздо серьезнее. Ну, вы знаете, по моему лицу видно, что я являюсь террористом и экстремистом. Все написано на лице, поэтому это только подтверждение. А на самом деле сначала против меня открыли в России уголовное дело по 3 статьям. Затем признали террористом и экстремистом. И совсем недавно Бастрыкин дал указание проверить мои книги на русофобию. 3 ордена мне на грудь, я хожу почти как Брежнев. 3 ордена уже есть, потому что когда государство-агрессор, которое презираемо всеми цивилизованными странами в мире за свою хамскую агрессивную политику, называет тебя террористом, экстремистом и открывает против тебя уголовное дело, значит, ты порядочный человек. Да. Делаешь что-то правильно, значит. Да. Вообще, с каким самочувствием вы сейчас встаете, работаете, живете, вот когда мы уже живем более 2 месяцев в этом другой реальности? Как вы знаете, каждый день, каждая минута ощущение войны, ощущение опасности, ощущение тревоги, ощущение агрессии, ощущение того, что жизнь никогда больше не будет такой, как была до войны. И вообще жизнь каждого украинца уже разделилась на до войны и после войны. Я не теряю оптимизма. Я абсолютно убежден, что Украина победит в этой страшной войне. У нас нет другого выхода. И мы благодарны международному сообществу, в том числе и Литве, которая так поддерживала и поддерживает Украину все эти годы. Мы чувствуем эту поддержку. Но, вы знаете, ощущение победы нашей, оно меня не покидает. Я не знаю, через что еще придется Украине пройти и украинцам. Но я твердо уверен, что зло будет наказано, покарано, враг будет истреблен, и победа будет за нами. Вы сейчас говорите как патриот, и я совершенно с вами согласен. Но как жить сейчас вам как журналисту? То есть у которого как бы и есть правила, то есть что ты должен делать в журналистике. А сейчас мы на войне, и медиа изменилась. Как вот, например, в стиле медиа, как изменилась ваша жизнь как журналиста? Андрюс, начиная с начала 2014 года я на войне как журналист, потому что война с Россией началась именно с аннексии Крыма. И все эти годы я делаю все для победы моей страны. Если посмотреть на все мои публичные выступления, а их сотни, если не тысячи, на мои интервью, каждое слово, каждое предложение, каждая фраза пронизаны ненавистью к России, к государству Россия, к Путину, к кремлевской банде и любовью к моей родине. Я сегодня, конечно, работы намного больше у меня. Потому что каждый день я записываю минимум 1, максимум 3 интервью. Был один даже день 4 интервью я записывал. Я сам даю интервью в разные страны, от Соединенных Штатов до Польши, а также беру много интервью у людей, которые интересны обществу. Ну, насыщенная, конечно, сегодня работа, но я хотел бы, чтобы этой работы насыщенной такой не было. Не потому, что я не люблю работать. Я очень люблю работу свою, я живу этим.
а потому что это связано с войной и со страданиями моего народа. Я хотел бы, чтобы этого, конечно, не было бы. Дмитрий, пару лет тому назад вы говорили, что журналистика – это очень неприбыльное занятие. Кажется, в интервью Дудю вы это говорили. А сейчас вы говорите, что да, у вас есть канал, у вас есть бренд Гордона, и это достаточно прибыльно. Что поменялось? Интервью Юрию Дудю я давал, если память не изменяет, в 2019 году, Да. 3 года назад. Именно. Кстати, это интервью набрало 31 миллион просмотров, и оно на 4-м месте среди всех интервью Юрия Дудя по количеству просмотров. На тот момент действительно еще не была так развита монетизация в Ютубе. Сегодня ситуация, не сегодня, уже год, наверное, ситуация кардинально другая. Вот смотрите, у меня огромная медиа-империя, на которую подписаны порядка 10 миллионов человек в разных странах мира. 2 YouTube-канала, там подписчиков только 5 миллионов 100 с лишним человек. 2 телеграм-канала, 2 фейсбук-аккаунта, сайт Гордон, на котором 1 миллион человек ежедневно в среднем уникальных пользователей смотрят новости. Это и Инстаграм 1 300 000 подписчиков, и ТикТок, там, по-моему, под 700 тысяч подписчиков и так далее. Но монетизируется из всего этого объема, ну, сайт, реклама, понятно, но монетизируется YouTube. И, конечно, YouTube приносит сегодня, большие деньги, большие. А какая демография вашего канала? То есть вот когда вы делаете свои интервью, особенно во время войны, кто вас смотрит? Ну, у Ютуба же, конечно, он очень легко посмотреть, да? Вы знаете, что интересно? Вот если говорить об Инстаграме, у меня 70% молодежь от 14 до 34 лет. 70%, если не больше. Так. А если говорить о Ютубе, то совершенно разная аудитория. Очень много молодежи. Очень много. Опять-таки, наверное, 50% до 34 лет. Я боюсь соврать, но огромное количество. Но мне бы... И дальше уже равномерно. Но мне больше интересно, а какие страны? Потому что, то есть, ваша аудитория, особенно, конечно, интересно, а Россия есть в этом списке послужном? Россия очень хорошо представлена. Вообще, мой YouTube, как правило, на русском языке. Это язык, который является языком межнационального общения. И мы с вами общаемся сейчас благодаря русскому языку. 40% Украина, может даже 45%. 35% Россия. И дальше, соответственно, Соединенные Штаты Америки, Казахстан, Беларусь, Италия, Испания, где много украинцев живет, Польша. Но, вы знаете, даже такие экзотические страны, как Свазиленд или Ямайка, тоже там присутствуют, потому что везде, где понимают русский язык, смотрят мои программы. Дмитрий, остановимся на России, потому что это очень интересно. Вот, опять же, террорист-экстремист вещает на Россию с миллионными просмотрами. Какая обратная связь? Что вы получаете из своих зрителей в России? Есть ли такая? Или они вообще боятся что-нибудь вам написать? Или там пишет, что мы за операцию и сгинь, там, нечистая сила? Какой есть такой контакт с ними? Вы знаете, очень много писем такой-сякой, сгинь, нечистая сила, фашисты и так далее. Очень много писем. Когда я начинаю смотреть, и мои помощники, аккаунты тех, кто мне пишет, оказывается, что это боты. Угу. То есть против меня работает мощная российская ботоферма, и не одна. И десятки тысяч комментариев от этих ботов.
у которых, как правило, 0 подписчиков, или 2 подписчика, или 3 подписчика. Много писем из России от нормальных людей, которые пишут: Дмитрий, мы все понимаем, мы сочувствуем Украине, мы ненавидим эту власть, но мы боимся. У нас очень много откровенных, искренних, таких хороших, теплых писем, человечных от россиян. Они пишут: за то, что мы выйдем с одиночным пикетом, тюрьма. Если мы будем протестовать до 15 лет тюрьмы, поймите нас, мы живем в тоталитарном государстве, и мы в страхе, мы боимся. Многие боятся даже писать. Вот я хотел спрашивать, потому что это достаточно смело даже писать, потому что очень реально, что кто-то перехватит это письмо. Да, многие боятся даже писать. Я вообще внимательно читаю то, что мне пишут, и в личку, и так. И я понимаю, что та статистика, которую нам показывают российские средства массовой информации, что там 80% поддерживают вторжение в Украину, я не верю в эту статистику. Я понимаю, что большинство россиян, обдолбанных, тупых, бездушных, бездумных, наверняка поддерживают Путина, наверняка ненавидят Украину и Запад. Я это понимаю. Наверняка большинство. Но процент этого большинства вот тут мне непонятен, потому что я думаю, что есть огромное количество людей, которые против войны, за Украину в данной ситуации. Я думаю, что огромное количество людей боится высказать свою точку зрения, потому что когда их спрашивают: вы за Путина? Ну что ты тут ответишь, когда страх? Да. Они говорят: конечно, конечно, а сами держат дулю в кармане, как в советское время мы ее держали. Но, Дмитрий, а каков ваш совет, вот когда, если вы отвечаете этим людям, что вы можете им посоветовать? Что им делать тогда? Нам-то легко здесь говорить. Я им не отвечаю, у меня нет времени кому-то. Но если бы ответили бы. Я могу ответить раз-два в день на письма, которые меня взволновали. Так. Я не знаю, что им отвечать. Они живут в неправедной, отвратительной, тоталитарной, агрессивной, хамской стране, которой руководят люди, я даже их людьми не хочу назвать, это фашисты. Это фашистское государство и фашистские лидеры, стоящие у его руля. Люди, которые возомнили себя не знаю кем, которые пошли войной на страну, которая не причинила им ничего плохого, которые убивают детей, стариков, насилуют женщин, девочек маленьких насилуют, которые стреляют в затылок людям со связанными руками, которые разрушают дома многоэтажные. Фашистское государство, будь они прокляты, все, кто развязал эту войну и кто потворствует этой войне, и кто воюет. Я им желаю всем гореть в аду. Всем желаю гореть в аду. Поэтому у меня нет для них слов. У меня есть ненависть. Огромная ненависть к тем, кто пришел в мою страну и поломал нашу жизнь. Коллективная ненависть. А многих лишил жизни. Коллективная ненависть. Вы верите в это? Коллективная ненависть. Есть и персональная ненависть к таким, как Путин, там, Шойгу, Конечно. Герасимов, я не знаю, вся эта клика, банда, это Лавров, подонок и так далее. Но есть и коллективная ненависть к тем россиянам, которые это поддерживают. А их много. Я считаю, что их большая половина. Давайте, Дмитрий, разберем несколько личностей. Вы скажете свое мнение про эти личности. Пару дней тому назад бизнесмен Тиньков, неправильно я, наверное, ударение ставлю, он стал вот почти героем на соцсетях, когда он такое трогательное письмо написал в Инстаграме, что он остается человеком и неважно ему эти деньги и тому подобное, и он свободен и спокоен. Но перед этим он очень много говорил и про Украину, всяких гадостей, и поддерживал Путина и тому подобное. Как вы оцениваете вот такой ход бывшего, ну, наверное, маленького такого олигархика? Я думаю, что для того, чтобы сказать вам объективно, мне нужно было бы с ним познакомиться и поговорить. Но исходя из его поведения, я не верю в крокодилии слезы тех, кто сначала хаял Россию, Украину вернее, потом хает Россию. Я не верю в это. У них есть один бог – доллар. Есть еще один бог – евро. Два бога у них есть.
В проснувшуюся совесть не верю. Не верится почему-то. Могу ошибаться, но не верится. Иван Ургант, самый популярный телеведущий в России. И сейчас он в таком лимбо. Ну, еще не Максим Галкин, на которого уже хавают «Комсомольская правда» и другие. Но он как бы такой где-то в стасис каком-то странном. Какое ваше мнение про его? Но он планирует гастроли, кажется, в Германии там тур делает или что-то такое. Один раз встречался с Иваном Ургантом, он брал у меня интервью, наверное, это был год 11 лет назад. Талантливый человек с прекрасным чувством юмора, как мне кажется, не лишенный человечности. Не знаю его позицию. Максима Галкина позицию знаю. Кланяюсь ему за эту позицию. Честная позиция человека, который отрезал себе все пути для отступления. У которого в России недвижимость, у которого связи, у которого слава, у которого телеканалы показывали с утра до вечера. Все было у человека. А он взял и сказал то, что диктовала ему его совесть. И за это мой личный поклон ему. Вот личный. Я не хочу говорить за всех, но украинцы просто преисполнены уважения к его позиции и благодарности. Потому что когда такие люди, как Максим Галкин, так говорят, значит надежда на то, что пробудится совесть, проснется у миллионов других россиян, присутствует. По поводу Ивана Урганта ничего сказать не могу, я не слышал его заявлений. Если я услышу его заявление... Их нет. Их нет. Я же говорю, я не слышал. Если я услышу его заявление, я скажу то, что я об этом думаю. Он не замечен вне любви к Украине, по крайней мере. Да. Я не слышал, чтобы он издевался над моей страной. Этого я не слышал. Вот. Талантливый человек, но когда он определится с позицией, будем говорить дальше. Анатолий Шарий, опять же, герой в кавычках вчерашнего дня по испанскому суду. И какое ваше мнение, и перестанет ли он перед судом в Украине, как вы думаете? Вы знаете, и до активной фазы войны я говорил всегда, что Анатолий Шарий очень талантливый человек. Но талант его служит дьяволу. Это человек, который является врагом моей страны. Это человек, который является, я считаю, агентом влияния России. Я об этом всегда говорил. Вот, вина таких людей, как Шарий, безмерна. В том, что Путин вторгся в Украину, вина пропагандистов всех сортов, таких как Соловьев, Дмитрий Киселев, Скобеева, Попов, Киасаян, Симоньян и еще херова туча этих подонков, она определяющая. И Шарий среди них находится. И Шарий виноват лично в том, что Путин вторгся в мою страну, которая давно перестала быть его страной. Это не отменяет его таланта, я хочу повторить еще раз. Я всегда воздаю каждому по заслугам. Я стараюсь быть объективным и справедливым. Он талантливый человек, но он служит дьяволу. И в данном случае его служба дьяволу, она послужила также поводом и причиной для вторжения Путина в Украину. Дмитрий, вот вы сказали несколько фамилий пропагандистов, всем очень знакомых и в Украине, и в Литве. Но еще пару лет назад вы были гостем программы, и, кажется, у Скобеевой и у других. Зачем вы туда ходили? Какие были у вас цели? И добились ли вы этих целей? Это очень хороший вопрос, Андрюс. Действительно, раз 10, наверное. Я никогда не ездил в Москву. Я вообще в России с января 2014 года не был никогда. Раньше бывал часто. Я брал там интервью, многие звездные интервью, сотни звездных интервью взяты мной в Москве, в Питере в частности. Когда меня приглашали вот раз 10 в программу к Скобеевой, Попову и в программу «Пусть говорят» на Первом канале России по скайпу, да, у меня была идея донести украинскую позицию до обдолбанной массы в России. И я понимал, что это трибуна.
Я сразу предупредил этих ребят, что если только меня перебьют хоть раз, а они там перебивали всех, я тут же нажимаю кнопочку и отключаюсь. И поэтому они меня не перебивали. Они понимали, что я лидер общественного мнения в Украине. Они понимали, что столько просмотров и такой рейтинг телевизионный, а у меня номер один телевизионный рейтинг был всегда. Они понимали, что для них это, наверное, важно меня включить. Я говорил все, что хотел, называя вещи своими именами. И я впервые в российском информационном пространстве 3 года назад сказал, что Путин является преступником. Это видео только у меня в Ютубе набрало 12 миллионов. Я назвал его преступником в эфире у Скобеева и Попова. Поэтому я доволен своей миссией. В течение этих 10 моих выступлений у этих подонков я высказал украинскую позицию, которая, надеюсь, позволила хотя бы усомниться миллионам россиян в том, что то, что им рассказывают с российских телеэкранов, правда. Ну, конечно, после этого они меня приглашать перестали. А не было такой мысли, что в этом плане вы тоже помогли им создать имидж, что у нас же свобода слова. Смотрите, даже из своей норы сам Дмитрий Гордон показался, и мы дали ему эфир сказать, и он все сказал. И Россия — это самая свободная страна в мире. Про что мы говорим? Хороший вопрос. Я не думал над тем, помогаю ли я им создавать имидж или нет. Я думал над тем, чтобы россиянам, которые имеют однобокую информацию, донести другую, украинскую точку зрения, чтобы они хотя бы задумались над тем, чем их кормят с российских федеральных телеэкранов. Последняя личность, и потом перейдем немножко о судьбе войны. Александр Невзоров. Вы с ним, кажется, пару дней назад тоже делали интервью, если я не ошибаюсь. В Литве он очень неоднозначно про него есть. Мы все еще вспоминаем 91 год, когда он говорил голосом Кремля, говорил про нас жестко, врал и тому подобное. Потом он переобулся, он стал иным. Сейчас он вообще, да, он тоже изгой из России. Вот как ваше мнение про журналиста, который, ну, в принципе, сделал что, 180 градусов, наверное, такой через свою карьеру? Андрюс, я знаком с Александром Невзоровым, наверное, лет 12-13. Я считаю его журналистом России номер один. Номер один. Это безмерно талантливый человек, образно мыслящий, формулирующий блестяще то, что думает, артистично к тому же. Ну, это блеск, это высота журналистики, свободной журналистики, подчеркиваю. Каждому человеку свойственно заблуждаться. Я думаю, что когда он комментировал события с взятием телебашни Вильнюса, да, вы имеете в виду 91 год, с ОМОНом и так далее, я думаю, что он, наверное, не понимал, что он делает, и он ошибался. Но силен тот человек, который имеет возможность и желание, и право даже признать свои ошибки и извиниться. Вот он относится к этой категории. Многие люди, да все люди ошибаются, но не все люди могут признать свои ошибки. Вот он их признает. Даже в интервью мне, которое уже какое-то там по счету, мы много интервью делали с Александром Невзоровым, даже в этом интервью он нашел силы извиниться перед Максимом Галкиным, которого оскорблял. Это плюс, огромный плюс для человека. Поэтому я допускаю, что он мог заблуждаться, но то, что он, имея такую славу в России, такую популярность, недвижимость, деньги, все, плюнул на это и изменил в корне свою жизнь, потому что не согласился с этой чудовищной войной, заставляет меня снять перед ним шляпу. Когда выйдет наш эфир, будет уже ясно, что случилось в 9 мая, но пока еще у нас 6 мая. Какой ваш прогноз на понедельник? Что случится
в России. И, конечно, эти волны коснется и Украины, и других стран в 9 мая. Как вы думаете? Потому что очень разные идут мнения, разведки говорят одно, другое, врут люди и тому подобное. Вы знаете, вы меня спросили, Андрей, что случится в России 9 мая. С Россией уже случилось. Россия уже умерла, ее нет. Этой страны больше нет на карте мира. Есть агрессивное быдлячье государство, которое держит в заложниках огромный народ и у которого нет будущего. Страны этой нет. И если присмотреться к карте мира, слово «Россия» вы там не увидите. А если увидите, это будет ошибкой. Поэтому 9 мая что там случится? Не знаю. Важно? Может ракета долбанет в мавзолей, на котором будет стоять Путин, не знаю. А может какие-то Искандеры у них взорвутся во время парада. А может самолет упадет на Кремль, который будет лететь над Красной площадью. А может ничего этого не произойдет. Все это не имеет значения. Страны нет этой поганой, конченной страны больше нет. Ну, имеет значение, скажет ли Россия открыто, что мы идем на войну с Украиной? Не имеет никакого Не имеет. значения. Они уже пошли на войну, они уже там. Они уже получили по полной и получат еще. Потому что украинцы мотивированы, наша армия героическая знает, за что воюет. И благодаря западному цивилизованному миру мы получили оружие, о котором Россия мечтать не может. Потому что все, что они имеют, это плоды советской науки, украденные у Запада еще 50-60 лет назад. Да. Мы же понимаем, что все, что было в Советском Союзе хорошего разработано, это все было украдено у Запада. И даже легендарный автомат Калашникова придумал Шмайсер, сидя в плену в Ижевске после Второй мировой войны. Поэтому как Россия умеет что-то изобретать, мы увидим сейчас, когда Запад обрезал им технологии. Что они будут петь и что они будут рассказывать и говорить. Поэтому я думаю, что объявят они мобилизацию, не объявят. Их нет. Я о главном. Ловлю вас на слове про оружие от Запада. И вот тоже такая очень интересная цитата ваша. «С утра проснулся, прочитал, что в Брянске 2 нефтебазы горит, и подумал, как хорошо». И знаете, вот я к чему клоню? Вот, например, у нас в Литве... Одно плохо, что в это же время в Курске ничего не горело, и в Липецке. Вот это беда. Слишком мало, да, беда. Но вот знаете, вот вчера мы собирали деньги на 2 беспилотника разведчика, которые мы перешлем на фронт, который будет корректировать огонь артиллерии. И знаете, чтобы русские понесли больше потерь, и люди очень мирные, женщины, мои фолловеры, они так радовались, что они могут внести свой вклад на уничтожение других людей. И я этому очень рад. Да. Как странно мы живем. Да, Кто бы мог мы подумать? живем не странно, мы живем правильно. Вы знаете, когда людоед приходит, чтобы тебя съесть, у тебя есть одна опция — убить людоеда. Иначе он тебя съест, а ты не можешь это допустить. Вот этот людоед со страшным нечеловеческим лицом, орка чистого, пришел в наши опрятные красивые города и чинил там беспредел, который несовместим со званием человека. То, что они вытворяли у нас в Буче, в Ирпене, в Бородянке, в Ворзеле, в Мариуполе, мы еще далеко не все знаем. Не знаем все. Мы еще мало что знаем. То, что в Харьковской области они творили, там, где они оккупировали территории временно. Ну, слушайте, они как хотели? Они хотели вот так вот себя вести, чтобы им ничего за это не было? Да нет, страшный суд еще впереди. Страшный суд, вы говорите. А вы тоже говорили, что русские, украинцы и белорусы — это разные народы, но они обречены на дружбу. Да. Возможно ли эта дружба после 24 февраля? Я именно имею в виду, ну, конечно, между людьми. Но какие должны быть предпосылки, что мы даже могли бы
проектировать какую-то дружбу? Когда-то. В конце 30-х до середины 40-х годов прошлого века немцы, цивилизованная культурная нация, истребили 6 миллионов евреев только за то, что они являлись евреями, совершив страшнейшее преступление — геноцид еврейского народа. Казалось бы, никогда не может быть не то что дружбы, никогда евреи не могут здороваться с немцами после этого. Прошло совсем немного лет, я вам скажу, а именно 45 лет, 80, 33 года прошло, и советские евреи в 1988 году поехали на постоянное место жительства в Германию. И живут там до сих пор десятки тысяч евреев. Почему? Потому что Германия прошла настоящую денацификацию. Не то, что Путин говорит денацификация со своей больной головой тупой, а настоящую денацификацию. Немцы покаялись перед евреями, немцы заплатили репарации, немцы до сих пор платят деньги детям войны. Немецкие поколения воспитаны в ужасном таком, знаете, ощущении вины. Да. Поэтому возможно ли дружба? Я вам отвечу, конечно, да. Это соседи, три народа соседа, они разные. Я повторяю, русские, украинцы и белорусы разные народы, родственные, близкие, но разные. Так же, как литовцы, латыши, эстонцы. Близкие народы, да, но разные. Поэтому обречены на дружбу. Но что для этого должно произойти? Вот именно. Россия должна отдать все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. Россия должна выплатить репарации за все, что разрушила у нас в хозяйстве, всем заплатить семьям убитых и так далее. Все заплатить, рассчитаться по всем счетам и покаяться. И каяться все время за преступление, которое совершила. И тогда дружба, а какие проблемы? Дмитрий, ну знаете, в чем разница в вот этом хорошем примере? Германия после Второй мировой войны, когда ушли и войска, они в принципе очень быстро там вот так вот стали демократическим государством, с нормальным правительством, с нормальными выборами. А есть ли хоть какие-то предпосылки, что такое может случиться в России? Ну, убьет Путина кто-нибудь, ну, станет Патрушев. Ну, убьет Патрушева, станет Шойгу. Убьет Шойгу, станет, не знаю, Иванов Сергей Иванович или тому подобное. У вас, я очень так пессимистично думаю про Россию, как вообще про страну, которая может экзистировать в режиме демократии. А вы? А я оптимистично думаю. Вот. Я считаю, что западные санкции, соединенные с военной победой Украины, уничтожат Российскую Федерацию как государство. Уничтожат строй, который там руководит сегодня. Потому что когда жизнь поломается миллионов россиян, они скажут: подождите, мы так не договаривались. Я говорю прежде всего о москвичах и жителях Питера. Я не надеюсь на глубинку, какую-то забитую Читинскую область там и так далее. Я надеюсь на москвичей и питерцев. Когда жизнь станет не такой, к которой они привыкли, а они привыкли уже к хорошему, а это скоро произойдет, мы увидим совсем другое. Понимаете, сейчас очень важно нефтяное эмбарго, очень важно. Россия ежедневно получает $1 миллиард от продажи нефти и газа. Перекрыть этот краник, закрыть полностью, чтобы не получали. Ну, технологий уже и так нет. Всего остального и так нет. Самолеты не летают, а скоро вообще летать не будут. Ну, много чего, много. Санкции мощные. Ну, плюс важна военная победа Украины. Важно большое количество гробов в Россию, чтобы до этих тупорылых дошло, наконец, куда они вляпались. Чтобы они начали задавать своим вождям вопросы, почему их дети погибают где-то в Украине, с какого хера. Вот если это наступит, а это наступит, мы увидим другую историю.
И ни Шойгу, ни Патрушев, ни Сергей Иванович, как вы сказали, Иванов, никто другой там не будет. Там будет уже другая история, в которой будут принимать участие и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Украина тоже. Ну, будем смотреть. Будет очень интересно посмотреть, если... я уверен, что доживем. Мы с вами увидим. Увидим, как сломанное государство можно ли превратить в демократию, как мы это понимаем, цивилизованным. Можно. Ну, я надеюсь. Отключат им Соловьева с телеэкрана. Это важно. Начнут вещать другие люди. Месяц-два вещания других людей перевернет их сознание. Потому что, когда говорит только Геббельс, Германия становится нацистской. Когда говорит только Соловьев, Россия становится нацистской. Когда заговорят другие, условно там Шендерович или там Невзоров и так далее. Ну, разные мнения, когда будут, конечно. Конечно. Последний вопрос. Дмитрий, ждем победы. Каждый должен внести свою лепту, хотя бы и маленькую. Что еще можем сделать мы? Я имею в виду Литва. Наши люди, наши политики, наши дипломаты. Что бы вы хотели дать, какой приказ, скажем так, для своих друзей или просьбу вы хотели еще дать после этих 2,5 месяцев войны? Я хочу еще раз поблагодарить Литву. Я очень люблю Литву. Я часто бывал до войны в Вильнюсе, в Каунасе, и очень люблю Литву. Крайний раз мы были в Литве как раз с женой в ноябре прошлого года. И замечательно нас принимали, нас любят в Литве, у нас много друзей. И Литва всегда занимала такую проукраинскую позицию, и мы это помним, мы это ценим. И то, что сейчас Литва делает для Украины, поверьте мне, мы никогда этого не забудем. Что еще, мне трудно сказать. Я одно знаю. Что могло бы сегодня подломить Россию, это нефтяное эмбарго. Поэтому я прошу все страны, которые могут на это повлиять, страны Евросоюза, делайте все для того, чтобы перестали ваши государства покупать нефть и газ у Путина. Обескровьте его финансово. Пусть он сосет свою лапу, если она ему покажется вкусной. Дмитрий, спасибо большое. Я надеюсь, что когда из Литвы и других европейских государств полетят сотни самолетов, полные волонтеров, которые будут лететь, отстраивать Украину, мы встретимся с вами в свободном Киеве и сможем побеседовать глаз на глаз. Спасибо большое за это время, которое вы мне уделили. Спасибо. Спасибо большое. Удачи.